Снег еще не растаял, но ждать весны и хорошей погоды уже не вмоготу. Так что мы, три белоруса, наточили лопаты, зарядили приборы и поехали копать. Будем проверять точки, высмотренные на картах зимними вечерами. Поля вдоль рек, урочища в лесах, где люди жили, говорят, еще с кельтских времен. В этом видео будет показано все как есть, как ищем, о чем говорим, как выбираем, где копать, а где нет и почему. И, конечно, показываем все находки. А кое-что интересное мы таки нашли. Заодно я обкатываю новую машину, купленную специально, чтобы ездить на коп даже в самое бездорожье. Я ще ми тут трошки розмовляємо по-білоруську, і я думаю, що моя аудиторія зрозуміє. Дякую за прогляд, подобайка і погнали! Через 500 метрів поверніть праворуч. Ну вот, О. туман это то, что нам надо. Это то, что нам надо. А, От зараз перші перекрижування, ось знак этой. Вон криш стоїть, ось на ним поворачуємо і по полям. И по полям. Ну, у тебе повний привод може. Ты ж сам, ну Ось конечно. тут поворачуємо. Поворачивай и по полям. Ну, а что там? А тебе же бензин не газ, так? О, Ань. А слухай, досить свіжі сліди. Ну ладно. Но Нефто ездил, але не сегодня. это не, это дизель. Дизель. Ага. Ого, кольки тут снігу кругом. Да тут в угле А далі не поїхав. вирішили їхати. Ну и добре. катушкой не покат. Там, где машину кидать, тут можно кинуть на этой основной дороге, а можно подъехать до поля. Ну там километр. Я просто не ведаю, будет насколько my это будет палевно. Вау, Ну, може і легше пройти, щоб не палиться. что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Але снег невеликий. Слухай, он не великий, але трава просто його видать. Просто нас будет добре видать на этом снегу, Мгм. видаєш? А, на нас. За кілометр видно. Але ми будемо не на этом ж полі. Не-не-не, Далі. мы едем далее, Жень. Нам еще ехать и ехать. Там то Ще поле, я є. думаю, закрите. Закрите. Быть, да. Закрите поле. Да, с лесом з усіх А боків. на им... А, я помню. Ну там фігня в тим, що туристична стежка розмічена йде. Ось гэта типа як велостежка, а там як туристична. Ну кто тут сейчас поедет? Тут погода такая. Ну так поехали поглядим. Ну, Или поехали, ось по этой дороге туди что? Километр. кілометр. Так, скрыто. Скрыто. Ну, Никто и не видит. да, Туман. Ніхто не бачить, Що? можна і... Заборони тут нема, знаков нема, значить можна. Не, так кто-то ездит. Ну і тут є. Видно, что ездит. Он тоже... Мы выехали. Дороги нема. О, стерня, супер. О, ось ми Але. на гэтым полі. Тут Але. нешта нейкі... А, о, можна тут. Але. Толстая стерня, але В посподобалась этой стерне не помажешь катушкой, я тебе так скажу. Ну. Сильно. Так що тут кидаємо чи їдемо туди назад. Далее нам треба ехать. Алі давай далі, можна в лісі кинуть там, Ну, каб яно тут не світило. и что? Коли тут стерня, коли нас кто-то зауважит, ну и что? Ну да, И что он нам скажет? панський Вон вагончик. вагончик. А это, наверное, полевничий. Що зовсім. Слушай, Слухай, давай бровіння може приберуть, чи каміння, гэта ж. камень. Чем круче бжишь, тем дальше бежать за трактором. Вон косули побежали с поля. Ну як там? Что, холодно? Так собі. Так себе? Да. Не вельми. Я думал, вы скажете, Утульно. это нормально вообще. А вы так что-то... Не вельми утульно. А по-моему тут... не утульно. Ветра не будет. Ну тут нічого не стояло, просто поле. Ну походимо, глянь. Будуть А находки. Да тут будут Где-то я тут бачив чайок. охотничьи, Не тут это. будут эти... От наступна кропка ось там, ну туди 1,5 кілометри, по-моєму, пехом. Только недалековато, конечно. Ось тут чайок починається. Ось тому в этот хат. И горки там до его. Ну там у низинки. Так, по схилу. О, все, тут кидай. По схилу низина. Не, на во что теж тут. А как там вот съезд есть, в сторонку стать. Коли кто будет. Да.
Грозюка, клуб. Я и так навод не планував такі меня ехать. А тут погляди. Эротично. Вытолкаем, если что. Привет, друзья. Ну слушайте, купил зеленую машину, ё-моё, думал, в лесу не будет заметно. А тут снег. Бывает же такое. Короче, приехали на какое-то поле. Говорят, тут где-то кельты поблизости жили. Я не знаю, сейчас будем проверять, были тут кельты или нет. Охотники точно были, вон там вышку их видно. Сейчас послушаем сигнальчики. Ого. Это был первый сигнальчик, друзья. Какой-то шурупчик медный. Лысый. Ну тут Бля, тонко, ні. як сребра. С отверстием. Маниста, что ли? Оу. Все, Ема. Вот, заново снять. Не. Ага. Это у нас что? А это у нас убитый крейцер. Чекай. А ось так видать одиночку. Ага. У нас один крейцер. Добре, молодец. Ну, молодец, как файные были. Туман. Лучшая погода для копа. Сигнал 82. Не думаю, что что-то хорошее, но мало ли. Это есть. Вот это. Какая-то интересная штучка, может быть даже от приспособления какого-то, не знаю. Но бронзовая, старенькая. Нормально здесь охотники устраиваются. Привозят прям будку на колесах свою. Гляньте, как круто. Приехали, поставили. Прикормили, постреляли. О, крутой сигнал. 92, 93. Кого-то там принесло в лес. На внедорожнике. О. Поясок от снаряда разорвавшийся. Эх, хороший был сигнал. Идем на следующую точку. Вариант, знаешь, Ну да. Ну все. Это субаристов. Перепугал? А? Что значит не говорю? Субарист. Субарист. А, Субарист, тот, кто ездит на Субару. Не путать с гитаристом. Я колись был субаристом, але потім продав. Не, так это так само добре у тебя, вот, только что уже, видать, оно уже Ні, ну слухай, подустало. я не? не зовсім для копа. Ось тут би ми штовхали, як ти діти, блядь. Воно б у мене тут шліфувало і Да? крутилося. А я на вот на газ не натискаю, Ну, знаешь? а у тебе Просто їде, едешь. да. А у мене б тут, А тому что дизель, видишь, от 1000 оборотов уже тянет. ну, Сам на этих.
Ну каже, вгору так треба. Повний привод, дизель, ну що ж це треба? Ну, Тут мы решили немножко сократить, заодно проверить, как машина тянет в горку по снегу. І вунь вона йде. ну я найде тут може 50 метрів, а потім уже і нема. Видиш, ну, просто По полю. Курва. Слухай, Ну тут- да, это ну, з этой дороги видать еще. ну, ти що? Ти що так? Ну да. Курва. Ну и куда мы заехали с тобой? Пришлось возвращаться и идти остаток дороги пешком. Но все равно тут не проехали. Удивительно. Тут уже и снега-то почти нет. Ну, Ну что, золото есть? Вау. Ой. 86. О. На монету похоже. Эй. Хороший сигнал. 94. О! Монетка, друзья мои. О! Ого. Да, ребята, слушайте, это похоже на крейсер 18 века. Так что отличный у нас знак. Хороший сигнал. И никто его не выкопал. Отлично. Что-то они там нашли. На форме залезть. Смотри, вот какая. Вот это, наверное, пуга была, смотри. О, Да. А вот, о, Резель. пуга? А вот щиток. Надо только почистить. Ну, похоже на пугу. Надо посмотреть, если... Ага. Смотри. О, Пенка. Это щиток. вау. Вот такой. Красивая штука. И старенькая явно. Так что здесь может по этому времени что-то и попадаться. — 91-92 сигнал. Надо копать.
Где-то здесь. Что-то круглое. О. Похоже на монету, а может и нет. Но жаль, монета лысая. Но это монета. Так, у меня следующий сигнал. 75. 76. О! Что-то кругленькое. О! Снова что-то непонятное, но похожее на монету. Может, немцы? Какой-то кругляш. Убитая пуговка. Ага. Это похоже из той же оперы. Ага. Пуговка из Арсена Бронса. 17 век какой-нибудь. Замок от квартиры, где деньги лежат. Покопали мы там еще часик. В общем-то, неплохо. Место оказалось не битое, на первый взгляд. Да вот монетки битые. Убитые, я бы даже сказал, потому что... Ну, такая почва там. Глина. Сохран может быть только у серебра. Или вот у этих находок из металлопластики. Арсена Бронза. Это сплав с мышьяком. Вот это интересные находочки и говорит о том, что там жили очень давно. Так что, возможно, еще когда-нибудь туда вернемся. А пока что едем на третье место. Главное его найти, а точнее найти дорогу, как туда подъехать. А по дороге присматриваем еще поля и ставим точки на карте. Вот гляди, где Поле не засажено, вот то было не засажено, а вот это засажено. Это поле побольше, которое было. Ось это. О! Это более свежее, не засеянное. Ой, такое б знести. А слухай, по такому не так. Лучше бы разбаровали. Ой, вам Катком блюдочкой, да. подстелили. Катком проложили, так проехали. Слушай, а как все кочки. А куди налили? А, Есть там. о, побольше. Женя. Я вижу. Ой, там не гляди. Ось яке поле. Ну, Ой, якое. ну-ка. Ну. А ось это А да, ти тут- постав кропку, що тут поле таке добре. Давай. Бо я зараз трохи зайнятий, а ти тут, щоб ми зрозуміли, де я на місці. О, попа. Там жрешки здається. Так, тут дуже є. Полі, полоса полі. така.
Полі, ляси, а там що? А о, костюм, и за О, костюмом, туди гляди гляди. вперед. Гляди, як там пінка. А? Ой, там... Замок. А, там, да, это был монастырь, нечто такое, мы там проезжали, там пенькное Курде, место. Аля, як. Погляди, як А красиво. тут так само, Антон, за слушай. костелом поле вспаханное, там, мабуть, нормалюк. Да. Ты не разгонишься по такой дороге. Дорога хорошая, да? Тут вдоль ручья, знаешь. Так само добре. Пригоженько. Пригоженько. Боженька, але... Дай боженька, где тут машину поставили? Мы же еще не доехали. Это было, як же, Елешня, Елешня, и там старая корчма. И она, ну, и она так называется, и она реально самая старая в Польше корчма. И она там, короче, недзе в районе 1608 года была побудована и так и стоит. И она там уже в землю вгрузла. Да. Причем ніхто ее ніколи не руйнаваў, толькі один раз, калі советские освободили уже от немцев гэтую вёску, и ехали некие долбоёбы на танке и вырашили жахнуть по корчме. Ну и короче стрельнули, снесли ей одну стену, прикола ради, ну и все. Поворот будет не разгоняйся. Да. Здесь же. Ага, да, 8. Курва. Ось гэтая дорожка. И вот на кольки мы там проедем, там и зупинимся. Вот поглядим, як, Ну, повинны подъехать. як гэта будзе відаць. Як там буде далі. Бо там далей, ведаеш, як що там відаць. Да все нормально. А все, там далі. Всё, мы съехали. Да. Ну, з дороги не відаць? Дороги не видать. Ну добре. Ну, я думав, ну, кольки можем туди проїхати, ні? Так, почекай, так, а сенси, кольки можемо. Ну, чим більше ми проїдемо туди, тим менше нам пеш херачить. Ну, ні, тут этой кропки нема, тому я не зрозумію. Вось кропка. Тут он не показывал. Мгм. Вось кропка. А где мы? А мы тут? Да, і ось гэта дорога, бачиш. А, но видишь, тут поднимается наверх. Але там може і не бути. Ну, глянем, коли там схил буде великий, ми туди, конечно, не поїдемо, А там бо не в схиле, справа, а как бы просто нас тут дороги не було видно, да. Як ми тут погойдаємо, Не, я не... гойсаємо. Ух ты, ух ты. Ага, може і туди не йти. Ось яно як. Семен Семенович. Ну, Михаил Михайлович. О, Але курва. далей. Ого. А, не Ні, курва. А ні. чому курва? Не курва. да. Нормально. Просто я не ведаю, яка там глибиня. Танк пройдет? Колії танк пройде. Але ми ж не на танке. Как бы брухом там, ведаешь. Слухайте, а вот по этой пилюшке, в принципе, ходить можно. Я наш чисто как бы поле Ага. зарефрешить, так? Ну да. Як говорится. Зарефреш. Я її не собираю. Курва. Ой-ой-ой. Женя, А там это... я ведаю, что у тебя танк. Давай, может, тут не припаркуемся. Но там этот колея такая курва была. Ну, да, не хочется сильно раздолбать машину в первой поездке, как не очень хотелось бы. Ну, да. Тут? Ну, Ну, а тут же не походишь. Ну. нет, тут не походишь, А нам без туди. А там посеяно, вот, нет? Не, просто, чтоб на обочине там... Не, не- почекай, так там посеяно, вон, погляди. Ты думаешь, гэта? Не. Это не гэта, нам еще ехать. Мы Да, отсюда гэта, поле не гляди. бачим. Тое поле, оно за лесом. Курва там, и сколько там расстояние? Да, уже скоро приедем. Ну, Главное, как тут не было полявничек таких самых друзья. У меня следов нема. хотя дорога нормальная, реально. Ну, там на въезде не было такого знака, что Не, заборона, заборона. Не, я на- нават на- на гуглі глядів не було, і зараз ми в'їжджали, не було. Хернось. Хернось. Это фигня. Низко. Ну ось вона у лес нирає. Ага. І далі там в низинку, ложбинку. Тут можна, во, гляди, яке ідеальне місце для парковки.
бо там вниз уже. Хотя можно, не, нормально. Этими своими дорогами яны уже забодали. А я просто развернусь одразу. О. Прикольно, когда несколько раз нажал торможение, и вот она юзом чуть-чуть пошла, мне отключилась сразу это самое, курсовая устойчивость. Но она же мешает вот этому управлению в коне. Она для движения по трассе, это курсовая устойчивость. Я так не разумел. Да вон сюда вот, знаете, сюда. Да? Да, так тут все проверить. Места много. Ну, Там тоже дорога якая, ну тут станем і все, нікому не коряга там якась. заважати. Ну и все. А я зараз я... Курва. Навошта ти так робиш? Я не думал, что она там длинная. Я чтоб развернуться одразу, видишь? Так, ну что, подъехали мы на следующее поле. Чуть туда пройдемся. О, блин, пашня туда. О, друзья, какое тут красивое место. Поднялся на холмик к охотничкам. И нашел здесь какую-то штучку. Мне кажется, не особо интересно, но чисто медный сигнал был классно. Интересно, что значит вон та розовая стрелка. Что показывает туда, где сбываются все розовые мечты. Копатели, где-нибудь там клад. Тропа поворачивает туда и там подпнем где-нибудь. И на этой полянке. А вы что думаете? А? Что там, монета? Вау. Ничего себе, она даже блестит. 10 феников у нас этих немецких, веймарских. Нормальная находочка, слушай, его везет тебе. Но ты сегодня в ударе. И что там у тебя? Звенит. Посмотрим. Вельми проворно. Ну, немцы какие-то стоят. Немцы? Пау. Наверное, ну, можно поискать. Ну-ка, пока. Цинковая штука. О, Не цинковая? Цинковая. Хальт. Стой. Стой. Ага. Хальт. Просто по немцам. Стоп. О, как, друзья, оказывается, это не абы какой значок. В нацистской Германии с 1933 года и почти по 1945 такие значки выпускались в качестве своего рода замены членским взносам. То бишь каждый должен был купить какой-то значок из определенной коллекции и носить его. А деньги, вырученные от продажи таких значков, должны были идти якобы на помощь самым бедным слоям населения в зимний период. Так называлась зимняя помощь. Winterhilfswerk. Носить такие значки было обязанностью. Так что если тебя встретят, а ты без значка, ты уже выглядел подозрительно. Практически как иноагент. Ну понятно, что в основном эти деньги шли в кассу партии нацистской, а до народа доходило, ясное дело, совсем немного. Наштамповали их около 8000 разновидностей, распространяли через разные организации, вроде Гитлер-Югенда и Союза немецких девушек, вроде пионеров тогдашних. Ну и, естественно, деньги шли на оборону, нужды нацистской партии, собирали чуть ли не по 500 000 марок в год, ну и перед народом, естественно, никто не отчитывался. В общем, видите, как бывает. На первый взгляд совершенно невзрачный треугольник, какая-то непонятная находка, оказалась исторической. Наконец-то что-то нашел. Да, это у нас один гелер. 53-го года, алюминиевый. Ну, хоть что-то.
Застаемся. Еще монетка. Через 2 минуты. О, Тяжеленькая. Значит, не алюминий. М. Что ж такое-то? Ладно, что, едем? какая-то цинковая Выберем, наверное, монетка. какой-нибудь домик, уже темно будет. Угу. 50. 50 чего-то. О, Чехословакии, что ли? Кстати, и подписаться будет не лишним, с колокольчиком. А если вам просто интересно смотреть, как я веду поиск и хотели бы поддержать канал, пока он не загнулся, вы можете стать моим спонсорами на Бусти, Патреоне или прямо в Ютубе. Благодарю всех, кто меня уже поддерживает. я, слушай, большую часть того, что я копал в Беларуси, я копал по мапах, ну и там докладно нечто было на мапе. А ось коли у меня были, Ну, і я так само. Так по полям просто уздовж речок ходил, але я ходив. эти розвідки, ведаешь, Не, Я слухай, не раз, гэта один з апошніх быў ужо недалеко ад сваёй вёскі, там под Новогрудком, такую мясціну запрыметіў, калі мы гулялі. Ну, дакладна нешта павінна быць. ага. І пайшоў, гуляю, і як папёрла там срэбра старое, там гэтыя Ага. двудинарии такое. Охренеть. І я такі, ух, як хорошо. Давно было? А? Давно было? Слухай, не так давно, гэта, наверное, 20-21. Вот тут ехали. А, да. Ну, момент. Зараз буде грушка. Справа. О, Чехам хорошо, у них и в неделю склепы. Ну, і в суботу, і в неділю, коли хочеш. Такую у нас же хотят и субботы отменить. Да? В смысле? Ну, Где? в Польше, где? В Минске. В смысле отменить субботу? Ну, Яким сенсе? Ну, гэта будзе таксама непрацоўны дзень, Гэта будзе крамы таксама будуць нядзеля? зачынены, так. Бо Мама. ты павінен ісці ў касцёл, а не всякімі закупамі займацца. Ой, да, да жесть. Ну, Не, почекай, костюм это в неделю, а суббота тут ну таксама, что? ну таксама. Не, ну так это ж... Ісус цярпеў і нам велеў. Это нечто уже габрейское будет, не? Ну,